И всем hello, всем hi, всем здра, это Trash to Trend, рубрика, в которой клиент присылает мне свои старые вещи, а я им даю вторую жизнь. Сегодня у нас будут крутые джинсики, они уже в процессе, а результат в конце. Посмотрим, ставьте лайки, подписывайтесь. И вот что мистер Клиент прислал нам на перешивочку, вот его проперженные старенькие джинсики, и сегодня мы будем с ними работать и их перешивать. Так, бам-бам-бам-бим-бим-бом-бом. Основа у нас вот эта, длину мы бим-бим-бом-бом. Надо укоротить под чела. Тут уже разрезаны вот эти дополнительные штуки-дрюки, из которых будем делать другие штуки-дрюки. Вы тоже будете следить за процессом, он для вас будет отчасти загадкой. Плюс покажу внешние клинья чуть подробнее, вы просили в моменте с клешами тогда. Да, делаем. Так, треугольничек одной стороной пришит уже, тут еще дополнительный материал на всякий случай. Как мы пришиваем? Вот перед джинс, вот мы распороли боковой вот этот шов, отступили тут чуть-чуть, сколько нам надо и по длине. И пришиваем сначала его вот так, то есть взяли и вот так пришили. То есть вот эта часть должна торчать. Сейчас мы ее вот так пригладим, вот так. И просто вывернем штаны и пришьем к вот этой части. То есть сначала просто к передней пришиваем треугольничек, расширяющийся постепенно. Так, как же распороть внутренний шов? Сегодня я вам не покажу, потому что шов у нас не очень. Проще сделать вот так, чтобы не мучиться. Если шов реально не очень, который нельзя именно распороть, то вот так бам-бам-бам и продолжаем. Просто бывают швы, тут другой, такие подвернутые. Там просто вытягиваешь ниточки, оно все само расходится, да. И наша вот внешняя вот эта деталь должна будет выглядеть вот так. То есть я пока вшил только к передней части, прогладил, чтобы было удобней. Вот, и вот сейчас вот это мы будем пришивать вот этому. То есть, как вам показать, объяснить? А я сейчас выверну, покажу, объясню. Ну, то есть, вы поняли, вот эти части, они будут вот там сшиты. С той стороны. Думаю, это не стоит разжевывать. То есть, образно вот так. Где оно? Да ё-моё! Вот так. You know? Ну, короче, сейчас. Пам-пам-бам-бам. Вот, то есть я пришил уже к другой стороне. И это выглядит у нас вот так. Да ё-моё! Ля-ля-ля. Вот. И она потихоньку расширяется. Правда, не проглажено, плохо видно. Но да. То есть тут никаких козявочек, говнявочек нет. Потому что тут просто все вот... Как вам объяснить еще? Вот. Вот она, вот эта часть была, которую мы там пришили. И она постепенно идет на расширение, и за ней идет вот эта часть. И я не знаю, почему вы просили это подробно объяснить, потому что визуально оно и так считывается, то есть. Но ладно, вот. Если это не будет понятно, то вам уже ничего не поможет, извините. Бам-бэм, вот. Вшили, прогладили все дела. Ну, шикарно. Изнутри оно выглядит вот так. Ниточки обстричь надо будет. То есть все просто, на самом деле. Да. И сейчас буду нашивать сюда кое-что, сейчас увидите, и потом внутреннюю бэм-бэм расширяловку, да. Так, это у нас будет кое-какое дополнение к поясу, а вот эту штуку мы сейчас распотрошим, и это будут боковые кармашки, типа. Так, настругал вот такие вот дистресс нашивочки, они типа вот так бам-бам, бам-бам примерно будут. Пока что не знаю, буду ли я сверху зашивать. Наверное, да. Типа я сначала думал сделать как один огромный карман, но пофиг, нормально. Бэм-бэм и бим-бим. Кармашки пришиты, осталось внутреннюю часть бахнуть. Вот под нее детали. Нужны мне длины, тут где-то 10, и тут 10, может 9,9, что-то типа того. Тут побольше, но тут как захотите, в зависимости от выхода нужного, да. Длина, ну, соответственно, это вот эта длина. Сейчас мы сшиваем их, чтобы они были вот так. Потом не вставляются сюда, и вот так шик-шик. Ну, я вам покажу. Так уж и быть. По классике. Вот серединка нашей вшиваемой детали. Соединяем серединкой тут. Серединкой тут. Ну и там, естественно, все вот это прошиваем. Если что,
Оно вот так выглядит. То есть это вот внутренний шов я распорол. Вот. Жопка вот перед. Ну или наоборот. Да, наоборот. Ну без разницы. Вот серединка. Мы к ней берем свою серединку. И... Так, еще пару моментов и буду вам показывать конечный результат. Некоторые детали, чтобы результат этот не спалить. Короче. Подшил низик красивенько тогда. На той ноге тоже. Сейчас буду проглаживать вот эту вшивочку. То есть я внутреннюю часть уже вшил. Вот как вам и говорил. Тут серединкой переда. И тут серединкой зада. Тут единственное прошить, прогладить надо. Вот тут у меня прошито, чтобы оно не чучумбилось, короче, да. Вот. Там еще вот этот момент, еще пару моментов, и будет результат. У нас 30 градусов, я еще на балконе обитаю. Я пока вот это все чертил, я не могу. Я чертил, убер. Короче, ленточки, да. Потом на них будут люверсы цепляться. Сейчас пойду их проглаживать, прошивать. Сюрприз, сюрприз. Что же это будет, блин? И вот такой осталось прошить только. То есть все подогнули, бим-бим-бим-бим, бом-бом. Прошили, ой, прогладили. И да, по полосочкам. Тут 3 сантиметра отступаю, чтобы вот так выходило 1,5. Ну и тут, соответственно, тоже, да. Так, глисты эти все прошиты. По красоте все, ля-ля-ля, тополя. Где тут что-нибудь красивое показать вам? Ну, где-то там что. Хочу найти серединку у них. Она круто выглядит. Воля, какая. Короче, теперь время люверсов. Буду сейчас размечать под них все вот это. И потом клашматить. Так, как ставить люверсы? Вырезаем крестик. Вот так, чик-чик. Вставляем вот эту пимпочку с бортиками. На нее вот эту штучку. Вот так. Ну, короче, сейчас. Потом под. Делаем вот так. Чтобы она установилась там бам-бам. Вылавливаем это все. Ну, только по-нормальному выставить. И бьем молотком, еще покажу. Готовы. Теперь переходим к сумочке. Да, это будет сумочка, то есть изначально оно вот так было, ну, не настолько, то есть были джинсы, на бочок их вот так сложили, распороли, вырезали желаемую форму, у меня такая полушестигранник, то все. Сейчас буду шлевки вот эти перешивать. Как перешью его тут зашью, вам покажу. Мама, вот такой вот обрубочек у нас получается. Тут вот такие штучки, тут такие. Позже покажу для чего. Тут с краешку, ну и тут вот такая была нормально. Вот. Осталось набить логотипчики Хисага везде. Вот такие. С помощью акриловой ткани. И кисточки. Кисточку я опять не помыл. Короче, тут на джинсах логотипчики бахаю. И покажу вам все, да. Так, 2 слоя я уже нанес. Сушим эту всю тему и наносим 3-й слой. Так, ну и вот 3 слоя уже добэмкал и на самих джинсах. Сейчас надо будет, чтобы оно подсохло, и прогладить это все через ткань. И сейчас вы увидите конечный результат. И вот такая вот тема у нас получается, да. Вот, всем удачи, всем пока. Такие джинсы у нас сегодня получились. Ладно, я шучу, блин. Вот такие крутые джинсы у меня получились. Вы только посмотрите, сколько тут всяких висюлек. Их можно и перевешивать по-разному. И подсумок вот этот, и вот крутой кадр, реально. Я тут такой на колени, типа, вообще вайбовый, реально. Типа трипники, но куда круче, как по мне, вот. Сделали мы их такими... Зацепился дурачок. Под клиентикса, тут кармашечки, да, все дела. Он хотел вот такую ширину именно. Я не против, я понимаю, одобряю. Супер широкие, не всегда удобные. Вот, это вот та сумочка, да, ее можно и отдельно, и на пояс цеплять карабинами. И вообще как угодно тут все можно перецеплять на карабинах, на люверсах, все снимается, одевается. Ее можно трансформировать вот в такую узкую сумку еще, прикиньте. И узкую сумку тоже можно потом, если что, на себя повесить. Вот. Можно и так. И вот тут я собираю
еще какой-то новый образ, типа просто сидел такой, о, пересоберу, и пусть будет вот такой, короче. Так что тут эти джинсы вообще можно по-разному носить, вообще круто, я считаю, да. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, переходите в ТГ и вообще все дела. Да, пока!